Смотри, заходит на ангар. На ангар, смотри. Вот это... Это видео сегодняшней атаки на Ивановскую область. От ударов дрона пострадали 2 человека и военная часть, но об этом власти умалчивают. Также в выпуске крупный пожар подобрался к детскому саду и страсти вокруг 9 мая. Ставьте лайк этому выпуску. Поехали. Экстренная эвакуация из детского сада в Самарской области. Вплотную к нему подошел крупный природный пожар. Здание находится в квартале Южный город-2 в Волжском районе под Самарой. Из учреждения вывели более 300 детей и персонал. На месте работают пожарные. По данным местных СМИ, огонь возник в зарослях камыша и быстро распространился. На момент записи этого выпуска он охватил 3000 квадратных метров. О пострадавших не сообщается. Дроны атаковали город Шуя в Ивановской области. Смотри, заходит на ангар. На ангар, смотри. Вот это... По предварительным данным, пострадали 3, они находятся в шоковом состоянии. Прошла эвакуация из школ, вузов и больниц. В Минобороны по итогам атаки заявили, что над областью уничтожено 7 беспилотников. О попаданиях в сводке не сообщается. Между тем, каналу «Астра» и другим журналистам удалось геолоцировать удары. Все видео сняты возле места дислокации 112-й ракетной бригады. Ранее в Украине сообщали, что именно она ответственна за обстрел Сум, в ходе которых погибло 36 человек, в том числе дети. Повреждена ли территория военной части, определить по роликам невозможно, но известно, что возле места одного из взрывов быстро перекрыли дороги. Украинские каналы пишут о повреждении минимум 3 зданий военной части. Власти об атаке на ракетную бригаду не сказали ни слова. Добавлю, также произошел обстрел территории Белгородской области. Кроме того, взрывы звучали над Курском. Стало известно о жертве утренних обстрелов Украины российскими военными. Погиб житель Херсона. Сегодня утром по центру города били авиационными бомбами. Еще минимум 3 человека пострадали. Повреждены социальные объекты и многоэтажные дома, а также Ледовый дворец. Напомню, еще 3 человека пострадали ночью во время налета на Одессу. 2 в Днепропетровской области. Также сегодня стало известно о еще одной жертве удара по Кривому Рогу 4 апреля. Местные власти сообщили, что в больнице умер 23-летний мужчина, тяжело пострадавший во время обстрела. Число жертв атаки выросло до 21 человека, в том числе погибли 9 детей. 75 человек получили ранения. Добавлю, сегодня Верховная Рада Украины продлила военное положение в стране еще на 90 дней. Это 15-е продление сроков с момента полномасштабного вторжения. Тем временем в Белгородской области разыскивают вооруженного дезертира. По данным местных телеграм-каналов, его зовут Сергей Федоров. Мужчина сбежал, ранив 2 сослуживцев. Один из пострадавших позже скончался. Особенно активные поиски идут в приграничном Краснояружском районе. США снизили требования к Украине. Теперь от Киева будут ждать возвращения оказанной помощи не на 300, а на 100 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg. По его данным, решение принято после переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе. Также изменена часть ресурсной сделки в отношении фонда, в который Киев по предложению Вашингтона должен направлять доходы от ресурсов и инфраструктуры. Теперь это касается не текущих, а только будущих проектов. Переговоры продолжатся. В новом виде соглашение все еще неприемлемо для Киева. Приближенный Рамзана Кадырова, друг Патрушева, сотрудник спецназа ФСБ и еще достаточно много человек получили паспорта Сербии, а с ними безвизовый въезд в Европу. Об этом сообщает издание «Важные истории». С 2022 по март текущего года власти Сербии издали указы о принятии в гражданство более 200 россиян в особом порядке за заслуги перед страной. Обычно такой порядок касается деятелей искусства или спорта, но какое время такие и заслуги. Паспорта получил, например, Алексей Галеев, который тренировал известных боксеров, а также предпринимателя Умара Кремлева. В целом в списке много близких к Кремлеву и людей из бокса. Также гражданство Сербии есть у бывшего вице-мэра Грозного и экс-замминистра сельского хозяйства Чечни Руслана Али-Султанова, бывшего офицера спецназа ФСБ «Вымпел» Виктора Шендрика, который также возглавлял службу безопасности друзей Путина Ротенбергов. Паспорт получил зять менеджера Ростеха Николая Колесова, который производит грузовики для российской армии, а также управленец оборонного концерна Екатерина Блаженова.
Блохина и другие. Издание отмечает, что в решениях об упрощенной выдаче сербского паспорта нашло имена десятков россиян, тесно связанных с оборонной промышленностью России, Кремлем, госкорпорациями, олигархами и спецслужбами. И еще одна новость, связанная с Сербией. Ехать или не ехать? Вот в чем вопрос для последних европейских друзей Владимира Путина. Причина беспокойства — визиты глав стран в Москву на 9 мая. Глава евродипломатии Кая Каллас предостерегла страны ЕС от участия в праздновании в Москве. Любое участие в парадах или празднованиях 9 мая в Москве будет воспринято европейской стороной очень серьезно, учитывая, что Россия на самом деле ведет полномасштабную войну в Европе. Тем не менее, пропутинский премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен все равно поехать в Москву. Об этом он написал у себя на странице в Фейсбуке. Предупреждение Каллас — это шантаж или объявление, что я буду наказан после возвращения из Москвы? Этого я не знаю, но знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939. Госпожа Каллас, сообщаю, что я законный премьер-министр Словакии, суверенной страны. Никто не может говорить мне, куда ехать или не ехать. Президент Сербии Александр Вучич тоже собрался в Москву, и хотя Сербия пока еще только кандидат на вступление в ЕС, ему тоже дали понять, что такая поездка крайне нежелательна. Financial Times пишет, что Евросоюз пригрозил сербскому лидеру. Этот визит может помешать вступлению страны в ЕС. Издание приводит слова эстонского канцлера МИД Йонатана Всевиова, цитата: «Нам нужно сделать так, чтобы они поняли, что за определенные решения придется заплатить высокую цену». Конец цитаты. Повлиял ли такой ультиматум на намерения Вучича, пока неизвестно. Впрочем, заявку на вступление в ЕС Сербия подала 16 лет назад, в 2009 году, а в статусе кандидата находится с 2012. Так что вопрос еще в том, насколько реалистичными власти страны в принципе считают перспективы вступления. Напомню пока что о планах принять участие в параде в Кремле на 9 мая сообщили Александр Лукашенко, главы Бразилии, Кубы, Буркина-Фасо, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Армении, Вьетнама, Палестины, Венесуэлы, Китая, а также Словакии и Сербии. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что в Москву приедут 20 лидеров иностранных государств. Деревню Чепелево затопило неподалеку от подмосковного Чехова. Уровень воды на одной из улиц поднялся до 80 сантиметров. Со вчерашнего дня спасатели пытаются ликвидировать потоп. Вода пошла на убыль, однако, чтобы полностью устранить последствия затопления, потребуется установить дополнительные дренажи. Ну а пока жители затопленных участков отправлены жить к родственникам. Власти заявляют, что всему виной неправильно сделанный дренаж на одном из участков. Школьницу Алису, которая зарезала своего отца, временно передали под присмотр родным. Следователи нашли подтверждение ее словам о том, что отец избивал их со старшей сестрой. Об этом пишет связанный с силовиками телеграм-канал «Шот». Уже опрошены близкие родственники и друзья, назначен ряд других экспертиз. Трагедия произошла 15 апреля в Москве на Бартеневской улице. Убитый 42-летний Роман Замфир был игроманом и требовал, чтобы его старшая дочь Марьяна, 20 лет, оформила на себя кредит. Та отказалась, и Роман ранил ее ножом. 15-летняя Алиса схватила другой нож и, пытаясь защитить сестру, ударила отца в шею. Рана оказалась смертельной. В полиции обе девушки рассказали, что отец систематически бил и унижал их. Соседи семьи сообщили, что в день убийства из квартиры с самого утра раздавались крики. У обеих девочек прекрасные характеристики с места учебы. А суд в городе Тайшет Иркутской области приговорил к 12 годам колонии строгого режима пенсионера, который в июле 2024 года напал на автомехаников. Он пришел в сервис с самодельным обрезом и открыл огонь. В результате один из механиков скончался. Свой поступок пенсионер объяснил тем, что был недоволен качеством ремонта машины. Вину в преступлении он признал полностью. Вы собрались в лес прятаться, да, уже конкретно в тайгу уйти? Я спрятаться, я просто поехал на соляной. То есть вы нисколько не сожалеете, что один из них умер? А что я буду жалеть? Бывший президент США Джо Байден впервые после ухода с поста главы государства высказался о Дональде Трампе. Он выступил с речью на конференции адвокатов, консультантов и представителей людей с инвалидностью в Чикаго. Менее чем за 100 дней эта новая администрация сотворила столько вреда и столько разрушений. Просто дух захватывает, как быстро это случилось.
Кроме того, Байден высказался против сокращения госрасходов, проводимого Белым домом. Он заявил, что это ударит по малоимущим гражданам. При этом Байден ни разу за получасовое выступление не назвал Трампа по имени. Он обращался к нему исключительно «этот парень». В Белом доме, естественно, уже прокомментировали критику Байдена. Там заявили, что, цитата, «бессвязная речь бывшего президента говорит о слабом уме». Конец цитаты. Сразу 45 врачей-антиваксеров судят в польском Вроцлаве. Их обвиняют в том, что во время вспышки COVID-19 они распространяли заявления, противоречащие научным данным и медицинским рекомендациям. И это только первая группа. Всего под угрозой аналогичных обвинений в Польше около сотни врачей. Соцсеть Росграм, которую в 2022 году громко презентовали как убийцу Инстаграма, сама находится при смерти. При открытии главной страницы в браузере выскакивает заглушка «Обновите подписку» на тильде. Приложение для андроида не обновлялось с 2024 года, а немногочисленные пользователи жалуются, что соцсеть не работает. В телеграм-канале Росграма, впрочем, это объясняют некими техническими работами. Из российского магазина приложений для андроида «Рустор» приложение и вовсе пропало, а инвестор из Петербурга подал против основателя Росграма Кирилла Филимонова 2 иска, один из которых на 4 миллиона рублей неосновательного обогащения. Все это, однако, не мешает Филимонову продолжать активно искать инвесторов. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, смотрите другие видео, ставьте лайки и подписывайтесь. Так вы помогаете нам распространять информацию. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы дублируем там весь контент, в том числе в аудиоформате. И главное, берегите себя.